Всем привет, меня зовут Алла, и в этом видео я покажу подробный мастер-класс по изготовлению вот такого очень удобного и практичного органайзера. Делается он несложно, справится даже новичок. Долго тянуть не буду, приступаем. Для создания этого органайзера я буду использовать вот такие джинсы, но это абсолютно не обязательно. Можно использовать любой другой материал. Также можно использовать обычные классические джинсы. Также нам понадобится основа. В качестве основы я буду использовать вот такие коробочки из-под чипсов, но также в видео расскажу, чем их можно заменить. Начинаю с того, что сделаю шаблон. Для этого взяла обычный лист бумаги, беру коробку и обвожу по кругу. Но также нужно здесь добавить размер припуска. Легче всего это сделать с помощью циркуля. Я добавляю 0,6 сантиметра и вырезаю. Далее я определяюсь с высотой, а также с количеством коробочек, которые будут у меня состоять в органайзере. Как вы видели в начале, у меня их 3, но это абсолютно не обязательно. У вас может быть абсолютно любое другое количество, а также высота. Ну, то есть, смотрите, вот у меня я одну уже разрезала, чуть меньше, чуть больше, и третью у меня осталось. Я их вот так выставляю рядышком и определяюсь, какой по высоте я хочу его сделать. Также обещала сказать, чем можно заменить такие коробочки в случае, если у вас их нет, либо вы не хотите их использовать. Первое, это, конечно же, любые втулки. Далее подойдут абсолютно любые упаковки круглые. Ну вот смотрите, это, например, коробочка из-под духов. Если бы я хотела ее использовать, вполне она бы мне подошла. Так, далее. Вот такие, например, тоже втулки. Но они бывают разные и от разных предметов. Также любая упаковка, например, шампунь, гель для душа, все, что круглое найдете, все можно использовать. Главное, чтобы то, что вы выберете, подходило вам по диаметру, а также по высоте. Вот, например, эта баночка из-под маски, она лично для меня слишком широкая, но опять же у каждого свои цели. Также подойдут вот такие упаковки для алкоголя. Итак, я определилась с размером, и также хотела бы сказать, что вот тут у меня уже готовое донышко, которое было в упаковках, а здесь у меня донышком будет крышка. Далее нужно снять размеры для того, чтобы рассчитать, сколько же нужно материала. Я показываю на одной баночке, но все делаются аналогично. Высота 9 сантиметров, ее нужно умножить на 2 и плюс еще несколько сантиметров. Ну, я всегда люблю брать с запасом, поэтому примерно плюс 2 сантиметра. И мне нужно по высоте 20 сантиметров ткани или материала для этой баночки. Далее меряем окружность. У меня 24. И тут нужно добавить припуски с двух сторон, поэтому вот 24 плюс 1 сантиметр, мне этого достаточно, несмотря на то, что у меня припуск 0,6, но так как материал эластичный, имеет растяжимость, поэтому 1 сантиметра будет достаточно. Но прежде чем мы приступим к шитью, нужно еще вырезать несколько деталей. Их я рекомендую вырезать из очень плотного картона и при этом, чтобы он был тоненьким. Вот такие упаковочные картонки вполне подойдут. Эта деталь нам нужна для внутренней части органайзера, для того, чтобы изнанка была очень красивая. Я вырезаю четко по размеру, а далее убираю и срезаю буквально 1 мм, для того, чтобы кружочек входил легко и плотно. Теперь приступаем к раскрою. Вот этот боковой шов я оставляю, а вот этот внутренний срезаю, так как он очень толстый, и в этом изделии он абсолютно не нужен. Прежде чем раскроить, я обязательно утюжу, для того, чтобы ни во время шитья, ни во время эксплуатации уже готового изделия не было никаких сюрпризов. Еще небольшое отступление по материалу. У меня джинсы очень красивые, с таким напылением, но, как оказалось, очень непрактичные. Я их покупала в секонд-хенде, и вот тут, если вы увидите, вот тут я уже это тесты я делала, то есть само напыление, оно не практичное, оно
протирается, вытирается, и вот как раз таки на боковом шве, вот как они были сложены, это протертости. И изначально эти джинсы я покупала для пошития сумки, но, конечно же, такой материал я использовать в пошиве сумки не буду. Ну, а вот для органайзера вполне себе подойдет. Но вот этот некрасивую потертость я, конечно же, закрою. И для этого я просто подготовила вот такую ленту, ну, по принципу косой бейки, но она не косая. Вот так прикладываю и просто прошью с двух сторон. Если бы у меня там не было потертостей, то я бы этого не делала. Сейчас выкраиваю деталь под тем размером, который мы с вами сделали ранее. Напомню, у меня это 25 на 20 сантиметров уже с учетом всех припусков. И также выкраиваю по шаблону деталь донышка. Далее основную деталь я складываю лицом к лицу вот так и делаю строчку. Готово. Также припуски я разутюжила. Теперь нам нужно основную деталь и донышко скрепить между собой. Для удобства я делаю разметку с 4 сторон и далее скалываю. Скалываю я лицом к лицу. То есть вы видите, что у меня основная деталь на изнаночную сторону, соответственно, и донышко на изнаночной стороне. Скалываю с помощью портновских прищепок. Далее иду к машинке и прошиваю по стороне основной детали, то есть к себе вверх лежит основная деталь, не донышко. Теперь делаю насечки для того, чтобы вывернулось все красиво, ровно. Ну, тут опять же все зависит от материала, который вы используете. Если он мягкий, то можно не делать. Если более плотный, то делать обязательно. Сейчас у нас финальная уже примерка, ну, я бы точнее сказала, даже уже финиш, но нам нужно закрыть еще донышко внутри. Вот так это сейчас выглядит, это правильно, там должен быть запас, это как раз то, что я говорила, 1-2 сантиметра обязательно нужно добавить, потому что мы хотим, чтобы внутри наше донышко также выглядело прекрасно. Выкраиваю еще одну деталь по тому же шаблону, который мы уже с вами использовали. Далее понадобятся крепкие нитки. У меня вот такие, я точно не знаю их номер, но они очень такие толстые. Для швейной машинки, особенно для бытовой, они точно не подходят. Но вот для такого ручного шитья они идеальные. Если у вас таких нет или подобных нет, то используйте обычную швейную нитку номер 40 в 2 сложения. Я буду шить в одну нитку. Беру вот тот кружочек, который мы с вами вырезали из плотного картона. И просто вот такими движениями, такими проколами, стежками, просто этот картон я как бы обтягиваю. Не спеша, понемножку. Здесь нужно не менее 1,5 метра нитки, это я уже точно знаю. Но опять же, все зависит от размера. Возможно, у вас диаметр больше, либо меньше, и вам понадобится другое количество. В общем, вот таким образом обтянули, сделали закрепку, нитку и срезали. И вот мы уже на финишной прямой берем этот обтянутый кружочек вот так ровно, я его вставляю. И вот такими движениями, немного постукивающими, я его опускаю на донышко. Делаю это для того, чтобы он равномерно туда опустился и не перекрутился. Далее все поправляю. Вот эти складки, если кого-то они смущают, поправляем до тех пор, пока не увидим тот результат, которым будем довольны. Вот такой промежуточный результат у меня получился. Почему промежуточный? Потому что я еще решила добавить декор. Конечно же, делать это не обязательно, и также можно абсолютно любой декор сюда использовать. Ну, в общем, я решила вырезать 3 кружочка разных размеров, также добавить органзу. Посмотрите, как выбирала. Вот так прикладываю, несмотря на то, что эта органза очень красивая, но мне показалось, что она сюда не подойдет. А вот черная мне понравилась больше. Поэтому из джинсов у меня 3 кружочка, из органзы 2. Самый большой и средний. Также эти кружочки из органзы я вот так кончики обпалила над свечкой. Теперь собираю это все в такую пирамидку, и у меня
красивая бусина, также серого цвета. Она еще и переливается. К сожалению, на видео этого не видно. Также подготовила ленту и пришиваю эти кружочки на нее. Лента, она такая, знаете, похожа на парчу. Ну, с одной стороны, такая вот, смотрите, 3 коробочки стоят без ничего. Ну, какие-то они грустные. Но, на мой взгляд, как только я добавила декора, то они сразу приобрели какой-то уют, что ли. Несмотря на то, что этот органайзер, он такой, знаете, минималистичный, но, тем не менее, мне кажется, с декором он выглядит прекрасно. Тем более, такой декор можно всегда заменить. Не знаю, можно менять каждый сезон или каждое любое настроение. Вот, кстати, показываю поближе, пытаюсь передать, но сама ткань блестит, ленточка блестит, и, соответственно, почему-то, к сожалению, камера не передает. Но в жизни это выглядит очень стильно и красиво. Ну и, конечно, такой органайзер подойдет для абсолютно любых предметов. На этом видео будет подходить к концу. Если вам понравилось, поставьте лайк и напишите комментарий. Также подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Ставьте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео и видеть их первыми. Если остались какие-то вопросы, пишите их в комментариях. Все их вижу, все читаю и обязательно отвечаю. На сегодня все. Всем пока-пока и до новых встреч на моем канале. Ну и, конечно, такой органайзер подойдет для абсолютно любых предметов. На этом видео будет подходить к концу. Если вам понравилось, поставьте лайк и напишите комментарий. Если остались какие-то вопросы, пишите их в комментариях. Все их вижу, все читаю и обязательно отвечаю. На сегодня все. Всем пока-пока и до новых встреч на моем канале.